Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья, заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот Санта-Клауса. Мой муж привез мне мой новый логотип. Мне он очень нравится. А мы с вами давайте продолжим и вышьем носик нашему Санте между двумя рядами ниже глаз. Находим серединные 3 столбика между рядами, заводим иглу с пряжи в цвет кожи и выводим через 3 столбика. У меня есть такая ниточка немножечко подгулявшая. Выводим через 3 столбика и дальше захватываем вот так вот эти 3 столбика и заполняем до тех пор, пока нам не будет нравиться. Ниточку сильно не натягивайте, пусть такой будет немножечко носик курносеньким. Носик заполнен. С хвостиков снимаем плюш. Вот эти вот хвостики немножечко выведем в бок. И зафиксируем узелочком на задней стеночке любой подходящей петли. И также сделаем со вторым хвостиком. Далее свяжем с вами серединную меховую полосочку. Берем соответствующую пряжу, основной крючок и набираем цепочку из воздушных петель в количестве 16, либо в том количестве, в котором вам понадобится от обвязки воротника до обвязки края кафтана. У меня это 16. Далее, начиная со второй петли от крючка, вяжем в обратную сторону по цепочке столбики с одним накидом. Накид и вяжем 15 столбиков с одним накидом. Провязали, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее вот эти вот хвостики отметим для себя. Вот это вот, допустим, у меня лицевая сторона, вот это вот изнаночная. И вот эти вот хвостики немножечко протянем вверх по изнаночной стороне. И вот здесь завяжем их на узелочки и лишнее отрежем. Далее берем швейную иглу и швейную нить, сложенную вдвое, и пришьем эту полосочку к туловищу. Я пришивала эту полосочку как бы таким вот в виде зигзага. Итак, фиксируем ниточку.
Далее свяжем пряжку от ремня. Берем неплюшевую пряжу желтого цвета, подходящий крючок. У меня это мой вспомогательный 2. Можно взять и 3, и 3,5, и 2,5. Далее набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Начиная со второй петли от крючка, в обратную сторону вяжем 4 столбика без накида. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее вяжем 1 столбик без накида. Вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. Здесь вот по цепочке, то есть по вязанию, пропускаем 2 петли и в последнюю петлю, в крайнюю, вяжем столбик без накида. Далее вяжем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 3 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 4 столбика без накида. Здесь вот по цепочке 2 столбика вяжем. Провязали 3 ряда без изменения, сделали 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание, вяжем 1 столбик без накида и 2 воздушные петли. Пропускаем по вязанию 2 петли, в крайнюю петлю вяжем столбик без накида. Воздушная петля, разворот вязания и 1 ряд провяжем без изменения 4 столбика без накида. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и делаем обвязку по краю нашего вязания столбиками без накида. На каждом уголочке провязываем по 2 столбика без накида. Вот на каждом из 4 уголочков. Это для того, чтобы пряжка была квадратной формы, а не овальной. Вот такая вот пряжечка получается. Вот эти хвостики сквозь стеночки петель протянем друг к дружке и завяжем на узелочки. Далее вяжем сам ремешок. Берем пряжу плюшевую черного цвета, основной крючок и вяжем цепочку из воздушных петель в том количестве, которое понадобится по объему игрушки. Итак, связали цепочку из воздушных петель, берем пряжу и протягиваем сквозь пряжу наш ремешочек. Далее прикладываем к игрушке. С хвостиков снимаем плюш и завязываем на узелочке.
Завязываем на узелочки, можно предварительно их протянуть в петельки. Далее еще эти хвостики зафиксируем на задней стеночке петли на туловище. Лишнее отрезаем и уже окончательно прячем вовнутрь игрушки вот эти два хвостика. Далее пряжку от ремешка, уголочки мы сейчас пришьем, зафиксируем их к туловищу, чтобы они вот так вот не оттопыривались. Берем швейную иглу и швейную нить, сложенную вдвое. Я также использовала белую. И просто отдельными стежочками за уголочек подхватываем. Одного стежка достаточно. Все, и так со всеми уголочками. Далее свяжем с вами колпак. Начнем наше вязание с белой ворсистой пряжи, которую мы использовали для обвязки. Берем основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. В следующем ряду вяжем 6 прибавочек, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали. Вязание на лицевую сторону не выворачиваем. Вот это вот у меня изнаночная сторона. Она более пушистая. Далее в следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавочка. Здесь мы провязываем 2 петли вместе за обе стеночки.
Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Далее наполним наш помпончик немного наполнителем. Последнюю убавочку слегка распустим, на ней мы будем менять цвет пряжи. Берем плюшевую пряжу красного цвета, довяжем эту убавочку. Далее развернем вязание вот так вот, чтобы уже вязать лицевой стороной. И вяжем 2 ряда, 6 столбиков без накида. Уже у нас пойдет вязание красной пряжей. Далее будем вязать столбиками с одним накидом. Делаем накид и следующие 3 ряда вяжем столбиками с одним накидом. В каждом ряду по 6 столбиков с одним накидом. Провязали, отмечаем новый ряд маркером. Далее в следующем ряду вяжем 1 столбик с одним накидом плюс 1 прибавочка. Провязываем в одну петлю 2 столбика с одним накидом. Повторим такую комбинацию еще 2 раза до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков с одним накидом. Провязали, новый ряд отметили. Далее в следующем ряду вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков с одним накидом. Провязали. В следующем ряду вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 15. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 15 столбиков с одним накидом. Провязали. Далее вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Далее вязание колпака показывать не буду, потому что вязание здесь очень простое. Сейчас расскажу, до какого момента будете вязать самостоятельно. Вяжем до ряда, в
котором будет между прибавками 13 столбиков с одним накидом, и итоговое количество петель должно получиться 45. То есть вот этот ряд мы провязали 4 столбика с одним накидом, далее прибавка. Следующий ряд вяжем 5 столбиков с одним накидом, прибавка. Повторяем так до конца ряда. Следующий ряд вяжем 6 столбиков с одним накидом, прибавка. И так до ряда, в котором будет между прибавками 13 столбиков с одним накидом. И итоговое количество петель у нас должно получиться 45. Я довязала до ряда, там, где между прибавками 12 столбиков с одним накидом, и у меня закончилась пряжа. Я немножечко не рассчитала, у меня это был начатый моток, и из этого мотка я вязала 2 воротника слоником дамба. Но я нашла выход из положения. Сейчас я закончу вязание, далее сделаю обвязку края вот этой вот ворсистой белой пряжи, зафиксирую на голове у Санты колпак, и та часть, которая будет видна с задней стороны, та часть головы, я здесь зафиксирую волосы. Несколько прядочек здесь будет, и этот Санта будет не только с бородой, но еще и с волосами. Итак, я провязала, в ряду у меня в последнем получилось 42 петли, делаю здесь, заканчиваю, делаю столбик без накида, вяжу, и далее делаю соединительную петлю, чтобы соединение у нас было здесь такое более плавное, не такое вот резким срубом, как говорится. Далее протягиваю ниточку и отрезаю ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик можно протянуть сквозь петельки. Далее берем пряжу для обвязки края. Обвязку делаем так же, как обвязывали край кафтана. То есть подгибаем край колпака, протягиваем рабочую нить и вяжем, получается, с изнаночной стороны колпака. Фиксируем рабочую нить соединительной петлей, делаем накид и вяжем по кругу столбиками с одним накидом. Далее надеваем колпак на игрушку, вот так вот поближе к глазкам, и фиксируем стежками по контуру головы. Делаем отдельные стежочки, такие же стежочки, как делали на пряжке ремня, когда фиксировали пряжку. Отдельными стежочками делать это лучше, так как каждый стежочек будет подстраховывать друг друга. Просто вот так завязываем на узелочки. Отрезаем лишнее. И хвостики прячем вовнутрь колпака. И вот так продолжаем делать стежки. Итак, колпак зафиксирован на голове. Далее будем фиксировать бороду. Нарезаем
У меня это из Alize Softy. Вот такие вот полосочки длиной 18 сантиметров. Я это делала, наматывая на вот такую вот дощечку. Таким вот методом наматывала, наматывала и вот здесь вот отрезала. Фиксировать прядки бороды будем на следующем ряду ниже носика. И вот здесь вот так вот зафиксируем. И получается таким вот полуовалом будем фиксировать. И вот здесь вот один ряд до воротника мы оставим его свободным. На нем мы не будем фиксировать прядки, а зафиксируем на вот этих вот рядах вот такой вот формы. Итак, берем одну полосочку, складываем ее пополам, захватываем один столбик, желательно все его стеночки, сколько там у него есть этих стенок, захватываем, чтобы это было не за одну стеночку, так будет крепче держаться, и фиксируем. Можно сначала зафиксировать именно вот по контуру, вот здесь вот так вот ровненько, и здесь вот полуовалом, и потом будет хорошо уже просматриваться та часть, которую нужно будет полностью заполнить прядками. Итак, левую сторону я разграничила и хочу вам показать, как это выглядит. Вот, выглядит это вот так. Вот здесь идет полуовалом, здесь ровненько, но вот вот эту вот ровность, скажем так, мы потом смягчим, добавим по бокам еще несколько прядочек. Это будет более так естественно выглядеть. Вот, и вот здесь хорошо просматривается пустая часть, которую нужно будет полностью зафиксировать прядями бороды. Зафиксировала бороду, и все-таки да, у меня этот Санта будет с волосами, потому что здесь вот были очень большие такие зазоры, просветы из-за того, что колпак у меня этот получился короче из-за недостачи пряжи. Вот, и мне кажется, так тоже это смотрится симпатично. Один только у меня будет к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, оставить такую длину волос или все-таки сделать покороче, чтобы было короче бороды. Вот я как-то сомневаюсь, не знаю, какую длину оставить. Так что пишите в комментариях, и результат уже будет в Инстаграме, в ленте я выставлю фотографию. И еще я покажу это в сюжете здесь на YouTube-канале. Сюжет это такой же, как и в Instagram Stories, только сюжеты просматриваются с мобильного телефона. С компьютера это не видно. Итак, давайте продолжим. Очки, как видите, я уже пришила. Вы это тоже сможете сделать без меня самостоятельно. Вот я здесь пришила их одним стежочком. У меня один совет к вам. Если вы используете такие же очки без дужек, как у меня, то не фиксируйте их вот здесь вот посередине. Не делайте стежки посередине, потому что немножечко как бы взгляд получается чудаковатый. А вот тут вот немножечко спуститесь вниз, вот так вот, как у меня, и здесь по одному стежочку с каждого края вот так вот зафиксируйте, и вот очки вот тут сверху, они немножечко отходят. Так интереснее получается взгляд у Санта-Клауса. Далее мы с вами смягчим вот в этих частях бороду, чтобы не было такого вот ровного. Итак, берем несколько прядочек, сдвинула штатив.
Берем несколько прядочек и вот здесь вот слегка поднимем бороду, так сказать, наверх. Итак, я сделала здесь по бокам плавные переходы. Теперь более так смотрится естественнее борода. Далее, что мы делаем? Вот здесь вот посерединочке мы будем формировать усики. Просто отделяем несколько прядочек и вот так их подворачиваем. Вот так вот равномерненько. Здесь вот мы оставляем и вот так подтягиваем. Здесь немножечко вспушиваем бороду. И вот здесь вот прям под носиком получается у нас здесь вот такая вот пустота, такой зазор. Мы туда тоже зафиксируем прядочку. И эта пустота уже будет у нас заполнена. Ну все, вот здесь слегка так подкручиваем усики. Вот этот вот зазор, вот эта вот пустота нам она нужна. Это будет как бы такая вот имитация рта, имитация губ. Она визуально вот так вот смотрится, как будто там губки есть. Вот эта вот пряжа Alize Softy или Himalaya Toffee Baby, если вы используете, немножечко она будет сыпаться, но это первое время. Ее хорошенько нужно потрусить, вот эту всю бороду. И все то, что на новом срезе было, оно осыпется и дальше сыпаться не будет. На этом видеомастер-класс по вязанию Санта-Клауса окончен. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Еще раз всем спасибо большое. Всем пока-пока.